Рад приветствовать вас на канале Эдгар Вайнтер, канале, посвященному картам Таро, предсказаниям работы с картами Таро и гороскопам, построенным на картах по знакам зодиака. Сегодня у нас четверг, скоро у нас конец недели, соответственно, пришло время для прогнозов на следующую неделю, и в данном видео мы будем разбирать близнецов, а точнее то, какие события их будут ждать с 9 по 15 сентября 2019 года. Если вы смотрите мое видео уже не первый раз и считаете, что они неплохие, они вам подходят и готовы следить за моими видео дальше, просьба подписаться, поставить обязательно лайк, можно еще и комментарий написать, буду очень признателен. Соответственно, если там есть желание еще и советую поделиться этим видео, поделиться с друзьями, поделиться там, с коллегами, потому что со 100 подписчиками, которые, надеюсь, скоро у нас будут, мы будем разыгрывать 5 гаданий. Далее, ближе к 100 подписчикам, я расскажу подробности. Я думаю, это будет интересно, потому что там не все 5 будут обычные гадания. Вот, соответственно, близнецы, будущей недели с 9 по 15 раскладываем в 3 карты. Главные события недели раскладываем, начало, середина, конец недели, и достаем потом 4-ю карту, главное событие недели, которое реально отпечаток какой-то отложит. Итак, что ждет близнецов с 9 по 15 сентября 2019 года? Итак, как неделя начнется у нас? Девятка кубков. Давайте поближе положу. Далее, как у нас неделя продолжится. Рыцарь посохов. И ближе к выходным, как будут события складываться. Так, 4 мечей. И главное событие недели у нас 5 кубков. Ну что, близнецы, давайте разбираться. Начало недели у нас, или у вас, да? Начало недели с приятными эмоциями пройдет. Начало недели вполне может быть какая-то банкетная часть. Начало недели подарит яркие эмоции. Какой-то даже, знаете, скорее всего, может быть досуг. Что-то такое. Какая-то активность, причем эта активность, скорее всего, будет коллективная. Соответственно, могут быть реально просто прямые эмоции, может быть какая-то победа. Какая-то победа на тему того, к чему вы, в принципе, последние дни идете. Возможно, это будет какой-то подарок, который, в принципе, вы ожидаете. Но такая штука именно ожидаема. То есть, если у вас есть вопрос, будут ли события развиваться так-то, в начале недели, то 9 кубков говорит, что да, явно это будет успех. Причем, исходя из 9 кубков, да, если мы смотрим начало недели, то далее у нас появляется рыцарь посохов. И рыцарь посохов — это какие-то новые планы, к которым вы стремитесь, за которыми вы пойдете. То есть, скорее всего, какое-то событие в начале недели вам позволит начать что-то новое, причем вера в это новое будет достаточно сильная. И близнецы, я советую не стесняться своих желаний, начинать их выполнять, потому что реально, то есть если мы пытаемся, то мы добиваемся. Если мы не пытаемся, сидим на месте, то ничего никогда не получается. Это независимо от возраста, это независимо от пола. В любом случае надо всегда пытаться. Если хотите что-то менять, хотите что-то сделать, всегда пробуйте. Ну ладно, это чисто мотивация. В общем, начало недели позитивное, середина какие-то новые планы, к которым я бы советовал вам пойти.
И у нас далее четверка мечей. Четверка мечей — это уже у нас некое спокойствие. Это у нас именно, какое-то такое, знаете, ситуация, которая вашего решения не требует. Эта ситуация сама по себе идет на самом деле. И ваша задача в этой ситуации просто, как это сказать, лечь на дно, да, своеобразно так. Лечь на дно и просто ожидать. Пришло время действительно сбавить обороты. Пришло время полежать в постели, возможно, вполне. Вот, соответственно, выходные будут вялые, и выходные могут, привнести, наверное, все-таки какую-то не очень хорошую весть, которая, знаете, как ситуация там, был человек, прыгал, бегал по лужайке, что-то случилось, дома лег в кровати, сидит, лежит, и вроде и неплохо. Вот это, наверное, примерно такая же ситуация. И главные события у нас на неделю — это пятерка кубков. Это все-таки ситуация, когда произойдет какой-то переход. Переход в вашей жизни от, как бы сказать, от некого достатка, на самом деле он так себе, какой-то истории, когда, придет разочарование все-таки, знаете. Придет разочарование, придет понимание, что был выбор сделан неправильно. И здесь на неделе на самом деле подумайте, если вдруг планируется у вас какая-то активность, куда-то вас предложат там завлечь и так далее, смотрите внимательно. Если вы планируете работу поменять, то неделя, на самом деле не совсем подходит для этого. Потому что все-таки пятерка кубков карта такая, что она вот показывает, как бы, что мы от чего-то отвернулись в сторону каких-то других идей, и эти идеи были неоправданы. Соответственно, начало недели и середина положительные. Вот здесь, вы знаете, рыцарь посохов, возможно, как раз послужит таким, как бы сказать, послужит таким шагом, что ли, в сторону того, что, как бы нежелательно делать. Вот, поэтому хорошо подумайте, как говорится, там что там 100 раз отмерь, 1 раз отрежь. Вот это, наверное, все-таки та же ситуация. И вот здесь четверка-то мечей все-таки неспроста. Она, даже если у вас появится какая-то шальная идея, которая может принести риски, то все-таки, наверное, лучше на выходных обмозговать, прежде чем во что-то ввязываться. На этом, близнецы, ваш таро-прогноз закончен. Ставьте лайки, подписывайтесь на видео, пишите комментарии. Напоминаю, при 100 подписчиках будет у нас конкурс. Если вдруг вам нравятся мои видео, вы, соответственно, помимо лайков, помимо кнопки «Поделиться», вы можете меня поддержать финансово. В описании к этому видео есть ссылка на Яндекс. Соответственно, там можете любой суммой меня поддержать. Я буду очень рад. Соответственно, в какой-то момент, наверное, у меня сможет появиться, я думаю, хотя бы вот какой-нибудь простой компьютер, а не который у меня сейчас. Вот, соответственно, чтобы видео было лучше. Все, спасибо большое, близнецы. Спасибо большое всем зрителям. Я очень рад, что вы посмотрели мое видео. Все, до новых встреч, счастливо. На следующей неделе будем продолжать.